Всем привет! Сегодня мы нарисуем осеннюю аллею, такой светлый солнечный осенний пейзаж. И для того, чтобы он получился вот таким вот светлым и насыщенным, сначала подберем цвета. А, я буду использовать несколько оттенков цветов красного, более холодный. Это может быть, например, карминовый цвет. А, также нам понадобится более теплый цвет. Это может быть, например, кадмий красный или даже кадмий оранжевый подойдет. В некоторых местах будет более темный цвет. Можно брать фиолетовый, но фиолетовый довольно прозрачный цвет. Я здесь беру сиену жженую и к ней подмешиваю немножко ультрамарина и смешиваю это с карминовым. Таким образом получается темный цвет, который у нас будет в глубине, в нижних частях деревьев, не освещенных. Я не беру оранжевый цвет, у меня здесь кадмий красный, он довольно теплый. Я сразу беру желтый, просто их между собой буду немножко перемешивать, и этого будет уже достаточно. То есть у меня основных цвета три: желтый, кадмий оранжевый, карминовый. И есть вот этот темный цвет, это сиена жженая и капелька ультрамарина, смешанные с карминовым. В общем-то, сиену жженую и ультрамарин можно примешивать и к кадмию красному тоже, чтобы какой-то темный цвет получился, но в данном случае у нас нет этой необходимости. И кое-где там еще будет голубой цвет в нижних частях деревьев. Начинаем работать с листом. Лист у меня закреплен на планшете малярным скотчем, чтобы его не вело от воды. Весь лист бумаги я смачиваю водой. Мы начнем с большой заливки, с того, что наберем цвет полностью, весь. Если на бумаге остались излишки воды, можно взять сухую мягкую кисть и немножко их еще подсобрать и заодно распределить воду равномерно, чтобы не было никаких луж и не образовывалось пузырей. Но я изначально здесь взяла довольно много воды, поэтому у меня в течение всей работы будет небольшой горбик, там бумагу чуть-чуть повело, но буду с этим справляться. Заодно и вам покажу, как это можно делать. И вот теперь я постепенно, начиная с более холодных цветов, с краев, набираю цвет деревьев. В данном случае у нас идет как бы контражурное освещение, то есть свет идет на нас, поэтому как такового цвета неба не будет здесь присутствовать. То есть небо будет практически белое за счет того, что оно как будто бы засвечено. Такой свет бывает, когда солнце опускается за источник, точнее, за какую-то преграду, в данном случае это у нас аллея деревьев, то есть солнце где-то вот там за ними. И в таком случае вот эти деревья, они как бы золотятся немножко. У нас идет перспектива. Сразу вспоминаем, как у нас будет выглядеть. То есть мы как будто бы вот рисуем улицу, уходящую вдаль, да, то есть две такие трапеции. Но только вместо стен домов у нас здесь будут деревья. Я постепенно набираю цвета, так как у меня мокрая бумага. Я не спешу очень сильно для того, чтобы немножко еще потрогать форму, почувствовать ее, почувствовать, как распределяется краска, потому что если краска очень сильно, очень быстро утекает, возможно, нужно ее не так много набирать. Вот. Но когда я уже более уверенно становлюсь, начинаю работать чуть быстрее. Следите за тем, с какой скоростью у вас сохнет бумага. Нам нужно обязательно весь лист заполнить цветом по мере того, пока он еще мокрый.
С правой стороны я работаю чуть быстрее, чуть смелее уже. Я уже поняла, как реагирует бумага на цвет, как она взаимодействует с кисточкой, как сильно кисть отдает цвет. Кисть новая для меня, непривычная, это кисть Малевич. Она такая немножко с закосом под каллиграфическую, ну, потому что из козы, но на самом деле довольно обычная. Но она такая плотненькая и довольно много цвета и воды в то же время набирает. То есть такая кругленькая, пухленькая, много набирает на себя всего. Вот у меня первый такой подмалевок. Снизу под деревьями оставляю такой холодный участок с голубизной, с чем-то с фиолетовым. И немножко у меня образовались лужи. Я их кисточкой собираю или распределяю там по ощущениям, как мне кажется, лучше будет. И так как у меня на планшете закреплен лист, я могу себе еще позволить немножко его наклонить для того, чтобы краска ровнее распределялась, чтобы она не в лужу в центре собиралась, а немножко поровнее была. Вот я подкладываю, у меня там валик от туалетной бумаги, который я вытираю, кисточку остался. Я его подложила, чтобы немножечко под наклоном была бумага. Набираю цвет потемнее. Вот это у меня там сиена жженая, немножко добавляю к ней ультрамарина. И это у меня будет травка по нижним частям. Такими кочками она растет. Травка не растет отдельными травинками, травка растет как бы кочками. И каждая кочка, под низом каждой кочки у нас тень. И не забывайте о том, что у нас есть перспектива, и дорожка должна быть более широкой, ближе к нам и сужаться постепенно, уходя от нас. На землю у нас падают листочки, и добавляю поэтому немножко красного цвета, того же, которым рисовала деревья, под деревья. И пока еще цвет мокрый, мы можем с ним играть. Бумага хлопковая, она не так быстро высыхает, поэтому можно немножко регулировать какие-то цвета по краям, чтобы был эффект такого теплого света. Я немножко добавляю желтого. С желтым осторожнее будьте, он довольно насыщенный. Я его разбавляю хорошо, чтобы он был прозрачным, потому что им можно переборщить, тогда он будет таким плотным и немножко плоским получится. Интуитивно я добавляю какие-то черточки на землю. Здесь идут такие черточки горизонтальные. У нас будут вертикальные линии идти вверх, да, это линии деревьев, и такие немножко горизонтали, намеки на горизонтальные линии внизу. Я взяла кисть поменьше, и теперь на подсыхающие деревья начинаю добавлять эффект листочков. То есть это те деревья, которые у нас на переднем плане. Дымка — это как будто бы задний план, то, что мы рисовали по мокрому, а на переднем плане у нас уже видно ажурность этих листиков, форма деревьев. И как добиться такой хаотичности? Для этого руку лучше держать на весу и немножко как бы отпустить ее, потому что когда у нас рука сильно напряжена, мы как ни стараемся, у нас получаются такие довольно ровные, четкие линии. И еще такой момент, который стоит учесть и помнить о том, что листочки, они тоже они не заполняют ровным слоем дерева, да, такой ровной решеточкой, а они образуют какие-то группки. И старайтесь тоже в какие-то небольшие группки все это объединять. Чередуйте цвета,
где-то добавляйте более темные, ну, лучше это ближе к краю, и где-то добавляйте более светлые. И вот эта заливка, она может быть в целом единая, то есть внутри нее, так как мы работаем по влажному, внутри нее цвета могут перетекать. То есть здесь еще влажноватый даже лист был, то есть видно, что краска растекается. Вот, поэтому я пока переключилась на нижнюю часть листа, немножко корректирую форму дорожки. И перехожу к деревцу, которое у нас будет с правой части. Со второй половинкой проделываю всю ту же работу. Единственное, что здесь немножко более такая желтенькая часть, то есть левая сторона, она немножко больше в тени, по правой стороне как будто бы больше скользит света. Он чуть более рыжий, может быть, чуть более желтый. Вообще старайтесь не столько копировать 100% референс, сколько вот в такой технике, когда мы работаем по мокрому, и у нас что-то течет, как-то краска может распределяться сама, старайтесь обыгрывать те моменты, которые у вас получаются. Добавляю желтого цвета в дерево справа. Бумага еще влажноватая, это скорее даже такой второй план. То есть у нас будет еще прям вот по сухому нужно будет сделать еще что-то спереди. Эффект травы можно создать даже пока она еще, краска, имею в виду, еще мокрая. Для этого кисточку можно немножко размохнатить. Я здесь пользуюсь каллиграфической кистью. И мохнатым кончиком по мокрой заливке немножечко как бы выдергиваем какие-то кусочки. Даже по мокрому, несмотря на то, что большинство как будто бы растечется, но все равно эффект такой, как бы часть пигмента, она как бы останется такая разбитая, и эффект, ну, вот такой пушистой травяной поверхности, он останется. На этом этапе важно не замучить работу. Если у вас хлопковая бумага, и тоже она долго подсыхает, можно воспользоваться феном, немножко подсушить работу, чтобы потом продолжить по сухому. Я сейчас тоже это сделаю, но перед этим я немножко еще побрызгала просто водички на деревья для того, чтобы добавить еще больше текстуры, чтобы краска была такая неровная, плоская, а немножечко с пятнышками, с пробоинками. Этот эффект будет получаться в том случае, если краска уже не 100% мокрая, а как бы уже такой в стадии подсыхания. То есть все вот эффекты набрызгивания, соли, они получаются вот в момент промежуточный. То есть когда краска еще не высохла, но в то же время уже вот как бы она не прям так водой стоит. Ну вот по ходу что-то еще мне
взбредает в голову. Вот. Но сейчас уже немножко подсушу работу, потому что долго сохнет бумага, и хочется уже эм, более по сухому рисовать, чтобы она так не расплывалась. Если вы пользуетесь феном, следите за тем, куда он еще направляет краску, потому что если фен достаточно мощный, то он может как бы выдувать пигмент в какую-то сторону. Я в данном случае у меня достаточно растеклось пигмента в центр, поэтому я наоборот его раздуваю немножко от центра. Чуть-чуть подула феном и потом еще немножко побрызгала, потому что у меня прям совсем мокренько было. Вот. И сейчас уже мне в руки попала веерная кисть. У меня немножко такой бывает интуитивный процесс, что хочется добавить еще темной травки. Веерной кистью очень удобно рисовать траву. Ее можно держать как горизонтально, то есть вот таким веером вверх махать, так и немножко под наклоном, в зависимости от того, с каким направлением будете делать мазок, будет получаться там более какие-то ровные травинки или немножко более хаотичные. Ну и кое-где продолжаю подправлять. То есть, видите, мы работаем в технике а-ля прима, и здесь такое по ходу идет постоянное а, набирание еще даже вот во влажную заливку. Я поменяла кисть на каллиграфическую, сейчас набираю немножко такие темные пятнышки, потом можно чуть-чуть разлохматить кисть, и эти темные пятнышки, ну, вот чтобы они не были такие вот прям четкие, немножечко разбить их такими движениями, как мы травку рисовали. Дорожка у нас извилистая. Немножко сильно у меня затекла краска на дорожку, поэтому потерялась чуть-чуть перспектива. Я попозже буду это исправлять. Вот. Ну, и, краска подсыхала, немножко потеряла яркость, но внизу у нас тоже такие яркие листочки нападали. Вот я еще смотрю на форму дороги и немножко ее исправляю, чтобы она у нас была достаточно сильно сужалась. То есть она прям вот может в точку уходить. В то же время старайтесь не делать четкую границу горизонта, чтобы у нас оставался эффект такой дымки сзади, немножко такого. С одной стороны света, идущего сзади, да, он так засвечивает немножко, с другой стороны как будто бы немножко такая дымка в воздухе. Вот. И я немножко еще подсушиваю все это феном. У желтого цвета есть одна особенность. Несмотря на то, что он светлый, если мы по-мокрому вводим, как бы так вталкиваем его в заливку более темного цвета, в данном случае красную, он оставляет за собой как бы такие пятна разводы. На самом деле, в целом даже капля воды будет оставлять за собой пятнышко развода. Вот. Но в данном случае у нас желтые листочки, и это нам сыграет на руку. То есть я досушила вот эту заливку до стадии такой промежуточной, когда она чуть влажная, то есть пигмент уже впитался, но уже нету такого мокрого блеска.
и капельками ввожу немножко желтый цвет. Он оставляет за собой такие пятнышки, разводиков. Сейчас покажу это поближе, что осталось. Следующим шагом я набираю потемнее. То есть у нас вот по крайним частям туда меньше всего попадает света, и поэтому я набираю туда цвет потемнее, он будет такой поплотнее, там листва лежит, погуще. Вот поэтому вот этот как раз цвет это карминовый, можно туда каплю сиены жженой, каплю ультрамарина. Чуть-чуть захотелось пятнышек добавить на желтый. Не знаю, это чисто такое спонтанное действие. Красный цвет у меня довольно насыщенный, поэтому он сильно вытекает. И я сейчас синтетической кистью немножко его собираю. В целом, конечно, на дорожке могут лежать листья, но все-таки для того, чтобы дорожка была более как будто бы оформленной, чтобы чувствовалась лучше перспектива, я лишний красный цвет собираю с дорожки. То есть как будто бы у нас с дорожки листья немножко смели или стоптали. Для этого можно пользоваться синтетической кистью. Хорошая бумага позволяет вытирать цвет. Когда вы будете рисовать это самостоятельно, обязательно смотрите вот на этом этапе уже на свою работу, где вам хочется побольше, где вам хочется более рваный контур, более интересный, где вам хочется немножко добавить переднего плана более четких веток. Ориентируйтесь на то, что уже получилось на вашей работе. Это будет, я думаю, лучше, чем если вы будете стараться 100% скопировать каждый мазок. Когда у нас готова крона, нам нужно добавить веточки. Я не пользуюсь черным цветом, очень редко. В деревьях я использую ультрамарин, смешиваю его с теплым красным, и если нужно, можно добавить немножко кадмия оранжевого, может быть, это будет более удобная смесь. В целом ультрамарин, кадмий оранжевый дают очень хорошую смесь, которую можно в зависимости от пропорций доводить практически до черного цвета, но одновременно можно делать ее теплой, коричневой, если добавить больше кадмия оранжевого, либо такой грязно-серовато-синий, если будет больше ультрамарина. Когда мы начинаем рисовать деревья, опять вспоминаем про перспективу. То, что дальше от нас должно быть более светлое и как бы чуть-чуть больше в тумане. Для этого я как бы разбавляю сильнее водой цвет, то есть не то чтобы сильно жидкий, но немножко разбавленный. И низ дерева мне нужно приземлить на землю. То есть нельзя бросать ствол дерева просто, как палку, воткнутую в землю. Он должен как-то с землей стыковаться. Самый простой способ это сделать, просто взять веерную кисть или размохнатить каллиграфическую кисть и немножко пошуровать по кончику. Будет такой эффект травы, что ли. Вот. И здесь я визуально начинаю думать, как у меня деревья уходят за листву. То есть у меня здесь есть листва, которая будет на переднем плане. Она
в этом случае у меня деревья остаются за ней. А есть какая-то листва, которая на заднем плане. И в этом случае дерево немножко пересекает этот участок. То есть вот здесь у меня планировалось 2 оранжевые ветки, и я планировала, что они у меня будут на переднем плане, то есть это ветки дерева, которое будет на переднем плане. Давайте еще раз проговорим, что важно помнить, когда мы рисуем стволы деревьев, для того, чтобы у нас композиция была приятная и комфортная. Старайтесь, чтобы между деревьями было не одинаковое расстояние. Следите за тем, куда деревья стыкуются, где они стыкуются с землей. То есть если у нас аллея и есть, может быть, даже она не такая не садовая аллея, а просто вот дорожка в лесу, то все равно деревья растут для нас вдоль этой аллеи, и, соответственно, у нас есть перспектива, то есть с нижней части деревья стыкуются ближе к нам. А деревья, которые дальше от нас, мы делаем светлее по тону, то есть нельзя делать все деревья такие плотно черные, иначе у нас будет такая более графичная и плоская картинка. А мы делаем более прозрачные деревья на заднем плане и более такие плотные на переднем плане. Ну и, соответственно, они у нас будут толще. толще. Вот. Тот узор, который у нас получился на земле, он в некотором плане нам должен подсказывать, как нам состыковать деревья. То есть старайтесь с ним не спорить, а немножко на него опираться. То есть если там более светлая часть, то, скорее всего, это можно обыграть как бугорок. Значит, мы можем туда добавить, за него как бы спрятать ствол дерева. А если у нас темная часть, то мы можем до нее довести, и это у нас будет, он как бы, трава будет как будто бы за деревом. Опять же, если у вас сложно сделать прям точное совпадение, но ориентируйтесь на то количество деревьев, которое у вас получается. Мне всегда помогает еще правило пусто или густо. То есть если у вас где-то получилось там сильно пустое место, то можно добавить туда еще какое-нибудь деревце на заднем плане или на переднем плане, в зависимости от того, где это находится. Вытягивая ствол дерева, я здесь пользуюсь кисточкой линером, размер 3. И когда я вытягиваю ствол дерева, можно ее на уровне кроны немножко приотпускать. Таким образом получаются как такие немного пунктирные линии. И вот в ветках, которые уже прячутся в листве, это может быть таким дополнительным эффектом того, что там какие-то листья спрятались точнее, какие-то ветки спрятались за листья, какие-то листья остались на переднем плане и прикрыли ветки. Какая-то веточка может торчать из дерева наверх. Не бойтесь залезать за края листвы. У нас осенние деревья, и вполне возможно, что какая-то ветка уже облетела и открылась ее крайняя верхняя часть.
интересный визуальный эффект, которого не стоит бояться, это когда дерево на переднем плане не помещается полностью в наш лист. Это еще больше приближает передний план и, соответственно, дает нашему мозгу возможность сравнения, возможность понимания того, что есть что-то меньше, дальше. Поэтому вот это вот деревце на переднем плане будет у нас уходить аж за верхнюю часть нашего листа. С правой стороны у меня получилось 4 дерева ровненько в ряд, но сейчас появится еще дерево на переднем плане, и оно, возможно, немножко разобьет эти стройные ряды, но посмотрим, как это будет получаться. Если что-то останется так, ну, значит, я немножечко просмотрела. Нет, не просмотрела. Добавляю еще 2 дерева на передний план. Сразу размываю их границы и фантазирую на тему того, куда могут уходить их стволы. То есть, так как я уже добавила 2 дерева на передний план, они уже разбили вот этот стройный ряд из 4 деревьев сзади. Чтобы работа оставалась легкой, старайтесь долго не ковыряться на одном месте. Переходите от одного места к другому, отходите назад от работы, смотрите на нее в целом, как она выглядит в целом. Потому что когда мы стараемся детально прорисовать каждый кустик или каждую веточку, мы рискуем немножко потерять цельность. Ну, вот здесь немножко у меня светлое пятно осталось, но стараюсь, чтобы не было здесь такого жесткости, сильно жесткости. Поэтому с одной стороны добавляю немножко темноты, а с другой стороны растушевываю границу, чтобы все-таки дальний план остался вот таким светящимся туннелем, уходящим вдаль волшебным. Посмотрите еще раз на работу издалека. Мне захотелось взять плоскую кисть и добавить немного текстуры на дорожку на передний план, чтобы она еще немножко вышла к нам вперед, чтобы прям вот чувствовал, что можно зайти на эту дорожку. Ну, здесь потихонечку буду заканчивать свою работу. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что у вас получилось, что не получилось. Подписывайтесь, будет еще много интересных видео. Также у меня есть Boosty и Patreon. Скоро на Boosty выйдет
большое видео с осенним пейзажем, еще более интересным, таким с светящимися листиками. Возможно, вы сейчас его видите на экране, поэтому если хотите смотреть больше уроков, заходите на Boosty, на Patreon, все ссылки будут в описании.